Всем привет! Приехала в ремонт Volvo FM 410 лошадиных сил 2013 года. Колесная формула 4х2, обычный сидельный тягач. С какими, Сергей, проблемами? Тут проблема непонятна, он объяснил очень сложно, водитель, который пригнали, притащили на эвакуаторе. Написано как перегрев двигателя, по факту почитали, диагностику сделали, единственная ошибка — это по давлению масла. Маленькая. Давление масла типа отсутствует. Вот, то есть это ошибка. Мы сейчас должны понять, то есть у нас проблемы все-таки с двигателем, либо это датчик, просто-напросто может быть, либо еще какие-то все-таки есть нюансы, проблемы. Начнем. Посмотрим пробег. Ну, 794 515. Ладно. Указан пробег. 13-й год. Что у нас? Посмотрим уровень масла. Есть ли он там вообще? В первую очередь. Так, щуп у нас тут надломанный какой-то. Поэтому может он и врать. Ну, масло там присутствует. А на запах определяешь что? Качество? Да, качество. Не, если провернутые вкладыши, сейчас масло пахнет. То есть оно прям вонючее такое. Все, сейчас поднимем кабину. Будем теперь смотреть механическое давление масла, проверять, есть оно тут или нет. Понятно. Смотрите, какое интересное, удобное устройство. Догадались? Что это? И объем большой. Прикольно. Это он весь такой Какой-то страшный. черненький. Датчик давления масла. D11C. Он аналогичный DXI рыношный. DXI 11? Да. То есть он DXI 11 год года тоже. 12 год в конце. Да, года 13. Тут такого состояния. Все, сейчас замерим давление масла. Открутили датчик давления масла. Как он выглядит. Берем по размеру переходничок. И вкручиваем. Какие-то еще проблемы, то есть греется, не греется, там тоже непонятно. Как немцы тут не сказали. Наблюдаешь? Мне тебе показания кричать или что? Ну, поднимется, значит, это хорошо. То есть, ну, я там буду подсматривать, ты мне просто да или нет. Ну, то есть, если никто не поднялось, так и скажешь, нет. Это маловато. Да, и больше.
так откуда? Сразу троечка была, потом упала на почти единицу, там 1,5 где-то. Двигатель у нас холодный, масса холодная должно быть гораздо больше. Такое показание должно быть только на горячем. У нас она идет на холодную, значит где-то все-таки потеря имеется. Потеря хорошая. Но Сейчас по мы- звуку нормально вроде, да? По звуку По нормально. звуку, да, вроде работает хорошо. Мы сейчас первым делом что? Мы снимем клапанную крышку, посмотрим, как сюда масло подает сюда. Может быть здесь проблема. Либо нам все-таки проблема снизу в поддоне. Будем снимать поддон тогда и смотреть сюда. Так, что у нас тут? Маска вроде сюда идет. Вроде да. Явных проблем не видать. Ну, потеря может быть есть только вот в этой части. Посмотреть, здесь резиночки на месте, не на месте, и тогда уже смотреть вниз лезть. Если здесь все хорошо. Здесь резинки на месте, Все на месте. здесь тоже резинка на месте, да. Явных проблем серьезных никаких не видать. Значит, я знаю, в чем проблема. GTX11. И что там? Если тут пластмассовая трубка заборника, значит ей хана. Трескается трубка за маслозаборника. Да? И если она здесь пластмассовая, то, скорее всего, не ей проблема. То есть она на старых моделях была железная, то есть никаких проблем не было. Здесь начали ставить пластмассовую, и там стоит редукционный клапан, и он трескается и начинает выходить масло. Будем снимать поддон, смотреть, проверять это все. Стружки вроде не видать никакой. То хорошо. Пока что. Не DXI, то есть и вольвовский вот этот DC11, ой, D11 и DXI 11, то есть они вообще полностью одинаковые. Ну, практически, да. Ну, копия друг друга. Только пластиковая крышка отличается, наверное, на Volvo и... Ну да, цвет. И цвет мотора. И цвет мотора, да. Так, все остальное так одинаково. В Volvo какие моторы стоят? 13-литровый сам. 13-литровая, C13, D13 эти? D13, C-шка, A-шка, B-шка. Там вот тоже разновидностей. А на Renault ты знаешь, какие стоят? D11, D13. А, то же самое? DXI 11, DXI 13. Ну там уже как Евро 6, вольвовские 13. Ну, правда. Там немножко уже топливная система отличается. Но идентичность Volvo и Renault сохранилась. Да.
вот этот корень зла. Не маслозаборник, как я выразился, то есть, а трубка идет от масляного насоса, идет на блок, и вот резинка. То есть кусок резинки отсутствует, и все давление уходит сюда. То есть вся проблема. Еще плюс вот здесь надо скрывать, смотреть, трещина бывает, трескается сам пластик. Здесь трещина или здесь, сейчас мы ее помоем и просмотрим внимательно. То есть либо ее менять, а она стоит 60 тысяч рублей. Да? Вот эта трубочка? Хуйня, 60 тысяч рублей. Но в любом случае это хорошо, когда ты знаешь эту проблему. Так бы можно было долго искать. Ну да, некоторые искали долго, ну, уже не первый раз с этим сталкиваемся, поэтому вот вся проблема вот резинка, ну либо, ну да, треснутый вот он, наверное, уже. Тоже, ну да, он Треснутый, то есть ее менять надо. И скорее это трещина, то есть там внутри тоже будет идти резинка, просто так не лопается. Какая-то грязь все равно стекается. Смотришь, там какие-то такие штуки. Ну там сгустки какие-то есть, нахуй, но это само масло такое ощущение, что Да? очень не очень хорошее, блядь. Ну, вот оно сейчас лучше видно. Вот основная проблема, да, у нас здесь отходило сюда масло, и вот она трещина, и имеет корпус. Короче, часто такая бывает ситуация, да? Да? Но здесь все равно как-то еще не сильно страшно обошлось, когда просто давление масла загорается. Может быть, да, все печально. еще может Как быть, у меня загоралось давление масла, так я как бы был бы рад, если бы я такой обошелся проблемой. Но... Ну да. Слушай, из-за чего нам трескается? Ну, какая причина-то? Перепады температуры и всего остального. Но пластик, он недолговечен. Сколько Но все равно он уже такой... 10 лет этой машине, ё-моё, а сделали пластиковую, недолговечную. Ну, здесь прям там не видно, обычно там трескается иногда. Один раз искали долго, проблемы не могли найти, а оказалось там трещина. Ну, видео у меня на канале есть, такой же херню делал. Расходные материалы у нас были на складе. Прокладки, фильтры. Сейчас Сергей оденет клапанную крышку. И мы ждем трубку. Трубку согласовали новую. Сергей нашел, которая приедет уже завтра. Все, там мы клапан закрутили, на место поставили, прокладочку поставили новую, клапанные крышки. Все затягиваем, устанавливаем. Все на место. Также поставим фильтра и будем ждать уже трубочку завтра. И проверим потом давление. Да, давление пока оставили, дальше проверим. Так, трубочка стоимостью там 75. 75. Made in Taiwan. А сколько тогда оригинальная стоит? Вот она оригинальная вольвовская. А, да? Просто изготовленная в Тайване. Это Volvo, оригинал. Кому номер надо? Ну, кстати, да, бьется она по другим номерам, под которым уже нету. То есть на той был номер 1, здесь вот такой номер. Угу. То есть это оригинальный номер, оригинальная трубочка, 75 тысяч рублей. О, еще на пару миллионов этой машины хватит. Ну сейчас-то там показывается пробег 700, а первый не хватило оригинальный. 700 там, да? Ну. А я просто смотрю, тут уже, видишь, лазили, поддон меняли. Поддон тут не родной. Это поддон мененный, и может быть, когда лазили, что-то там повредили. То есть не просто так, сама по себе. Потому что, ну вот смотри, цвет, видишь? Угу. То есть эта фигня отменена, либо поддон, ну, скорее всего, это поддон не оригинальный.
сейчас сразу ноль. А потом, как пойдет, как пойдет. Четыре почти. Посмотрим, что показывает он. Если показания совпадают, выгоняем, греем, смотрим на горячую. Сколько будет давление. И отправляем в путь. Если все хорошо, отправляем, отдаем владельцу. И приступаем к новому мотору. Четырех почему-то сбрасывает именно клапан. Почему этот клапан на 4 бара? Я думал, чуть побольше будет. Ну, видимо, на 4 именно и сбрасывает. Потому что, видишь, я давление сбрасываю, ну, и 4. Он больше 4 не поднимает. Что следующее снимать будем? Не знаю. Вариантов много. МАН, капиталка, Мерседес, капиталка. 2 Скани на улице стоят. Течь из-под головок. Что-нибудь да снимем. Да, ушатать, если ездить так вот без давления масла, можно было и ушатать, правильно? Все элементы смазываются хреново, вкладыши туда-сюда. Так я, ну так, поверхностно глянул, то есть никаких потемнений, ничего не видать, там стружки нет нигде, ничего. То есть, ну, скрывать не скрывали, поэтому... Ну, они, в принципе, как они объяснили, то есть увидели эту ошибку, заглушили и сюда эвакуатором потащили. Да. То есть она как бы и не работала, поэтому... ничего там плохого Значит, нет. мы сейчас нагреем и посмотрим теперь на горячую. Все ли там хорошо будет с давлением масла. Ну, выгоним, нагреется. И с кабины уже глянем, сколько там на горячую показывает. А давление масла здесь на том компьютере показывается? Так, обнаружили проблему, что газы в системе охлаждения, пока автомобиль работал. Включили, значит, бутылку. Вот сюда. И смотрим. Грязь. Антифриз, грязь, все дела. Вот там. Вот, работает без... Пока все чисто. Это пока не видно. И то, что было. Снег. Что у нас Всё, получается? Вот с этого шланга, вот он шланг, у них отвод. Вот с него, вон там натекло антифриз, пока стояло, грелось. Ага. Капает антифриз, то есть это клапан сброса при лишнем давлении, то есть он выбрасывает сюда воздух, ну и в данном случае с антифризом. По давлению масла у нас все хорошо.
давление теперь в То есть у норме. нас теперь Пока картерная, открутил. хотел сказать, газосистема охлаждения. В газосистеме охлаждения еще одно у них есть нюанс, о котором нам, в принципе, никто не поведал. Но проблема имеется. Открутив фильтр, мы видим там говно, или как оно правильно называется. Но грязь, антифриз там. Грязь, антифриз, нагар. И подозрение у нас теперь падает на компрессор. И пузыри идут именно при сбросе. Когда компрессор накачивает максималку, начинает сбрасывать, в этот момент у нас пузыри идут. Снимем головку, посмотрим прокладки и посмотрим состояние компрессора. Ну, сначала согласуем с клиентом. Может, он не захочет. Да, может он скажет, я так ездил, мне все устраивает. Ну да. Ну хорошо. Вот развести нас решили. Подливаем антифриз, ездим, и все, никаких проблем. Может и такое быть. Итак, заехали повторно, будем разбираться с газами в системе охлаждения. Ничего не изменилось. Как было говно, так и осталось. Насрано. На язык надо попробовать, если сладкий, значит антифриз попадает. Палка сладкая. Ладно, я перехожу в следующий кадр, когда ты уже все открутил. Можно так? Так, извлекаем. Головку под цилиндров. И Антифриз. большие потери. Ой. Тут пока ничего не видно. Буду сейчас разбирать ее там на столе. В первую очередь здесь посмотрим состояние гильзы. Капец. Нагар есть. То есть масло подкидывало. Но по гильзам вроде ничего плохого не видать. Такого. Ну, там, по крайней мере. Сейчас спустим еще здесь, посмотрим. Пойдем сначала разберем головку. По идее прокладывать. То есть нам интересны именно они. Для этого надо крутить сейчас вот эти два болта. Компрессор, как я сказал, уже медный. Вот. Стоит чумак. Дали такое? Красиво. Красиво. Вот это все мы видели в этом самом Высушителе. высушителе. А вот откуда это все берется? Кто бы знал. А вот здесь вот Пробитие. черноты нету. Здесь пробитие. И вот здесь, видать. Это у нас приз, который мог сюда попадать. Здесь прилегание везде идеально. Вроде похож. Что будешь делать? Вот так вот.
сразу сунуть. Иначе потом не получится. Вот такие штучки, то есть мы протянули сейчас головку, и теперь, ну, мы не полностью протянули, пока просто поднаживили. И это самое, вот эти штучки надо убирать. То есть для чего их поставили? Там написано, что убрать перед затяжкой. То есть было раньше такое у нас на Мерседесах или еще где-то, люди, которые сами ставят компрессора. Вот эти головки протягивают болты, а центральный забывают. То есть, ну, он не затянут, это просто скрепление. То есть пластинок, всех остальных они просто наживляют и все, заводом. Вот, соответственно, покупают, ставят 4 болта, прикрутили и поехали. Угу. Этот болт расслабленный, он откручивается, выкручивается и все, и у него там дуло. Ну, Ну, понятно. некоторые умудряются затягивать именно с этим и оставлять. Встречали вот так вот сплавленная пластмасска лежит вот здесь вот сверху. Ну, а по факту там написано, то есть удалите перед тем, как будете затягивать эти центральные болты. То есть мы протянули эти, сейчас будем затягивать центральные, удаляем эти пластики и затягиваем. И потом уже все полностью протягиваем. Турецкий ты откуда знаешь? Сколько раз в Турции был? Мало. 2 раза был? Хотелось бы почаще. Может, ты и арабский читаешь? В Дубае был? Сейчас заведем сначала без фильтра, чтобы из трубки все это наше очищенное выплюнуло. Фу. И все, потом вкрутим новый фильтр и выгоняем. Я тебе там все скинул, что-то на WhatsApp, что-то на почту, что-то задублировал. Так, друзья, что мы имеем по итогу? Значит, ехал автомобиль, загорелась ошибка давления масла, автомобиль заглушили, погрузили на эвакуатор, привезли на ремонт. Что и правильно сделали, правильно? Потому что давление масла... Мало ли, это серьезная ошибка, с которой шутить нельзя. И мы замерили, убедились, что давление масла на самом деле плохое, начали искать. Проверили сверху все хорошо, ничего плохого не увидели. И поняли, где, возможно, еще надо искать эти проблемы. Сняли поддон, убедились, поменяли. То, что ты предполагал на опыте уже просто. Да. Соответственно, Вот. устранили. Ну и потом выгнали у нас, увидели газы. Их, соответственно, тоже сразу Систему охлаждения увидели газы. Подозрение пало на компрессор. Компрессор сняли, увидели не полностью компрессор сняли, мы головку. головку компрессора, да, и, пробитие соответственно, прокладки. В итоге поменяли головку. целиком головку, да, и вот выгнали, все нормально, все хорошо работает. Сейчас прогревается, все перепроверим
и отдаем клиенту. Вот такое видео получилось. Надеюсь, оно будет полезно для тех, кто связан с автомобилями Volvo Renault. Либо владеет ими, либо, может, Болячку ремонтирует. есть Болячку такая, одну рассказали вам. И, Ну, даже не одну, а две, да. по сути. Ну, а остальным просто для общих знаний, общего развития, да. Все, на этом мы с вами прощаемся, приступаем. Можем приступить вот к этому. Да, приступаем к Мерседесу. Будет тоже интересно. Переходите, смотрите. После этого видео. Не, еще после этого нажимаем. Там еще есть чуть. Поэтому все, всем удачи, подписывайтесь на канал Motorstruck, на канал Разбор Груз и до новых встреч. Ставим лайки. Всем удачи.